Зеленский устал и говорит об уходе в конце года. Шокирующее признание президента Украины о своих планах после войны. И почему ему срочно требуется отдых. Тревожные сигналы из Киева в самый разгар дипломатических игр. Ядерный кулак в Беларуси – важнейший и опаснейший сдвиг. Кадры, которые раньше никогда не показывали. Ужаснейшее оружие стало на боевое дежурство у самых границ Европы. Это больше не учение. Минуты до подлета и мишень для ответного удара. Тайная атака Трампа. Президент США впервые признал удар по крупному объекту. Кто и зачем на самом деле стер это с лица земли и почему ЦРУ хранит молчание? Испанские следователи в ужасе от того, что могло быть в трюмах российского сухогруза, а экстренное прибытие спецсудна только подтверждает самое страшное. Москва пыталась спрятать ядерные компоненты. Немыслимые события разворачиваются в океане. Важнейший регион на грани большой войны. В стране объявлено чрезвычайное положение. Власти разорвали военное соглашение и срочно требуют, чтобы войска покинули территорию за 24 часа. Регион трещит по швам. Об этих и других самых главных событиях к вечеру вторника, 30 декабря. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Москва снова пытается перехватить тему легитимности Киева и делает это так, будто речь уже не о войне, а о новом политическом старте. На этот раз сигнал адресован не только украинским властям, но и миллионам людей, которые оказались по другую сторону границы. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что украинцы, проживающие в России, должны участвовать в выборах президента Украины. По его версии, стране нужно провести выборы, как предусмотрено законодательством, а действующие полномочия Владимира Зеленского, как утверждает Лавров, якобы завершились еще в мае 2024 года. Сделать это можно только через выборы, прозрачную и честную избирательную кампанию, в которой будут участвовать все заинтересованные политические силы. Дальше он увязывает выборы с мирными договоренностями. Украинское руководство, по его логике, должно получить мандат на их заключение. При этом Лавров настаивает на прозрачной и честной кампании с участием всех политических сил и подчеркивает особенно то, что голосование должно включать тех украинцев, кто живет в России. Отдельно он предупреждает, что само волеизъявление, по мнению Москвы, не должно превращаться в повод для временного прекращения боевых действий, которое могло бы дать Украине время на перевооружение. А я напомню, что по украинскому законодательству выборы проводить во время военного положения нельзя, и президент сохраняет свою легитимность до выборов следующего президента, вопреки кремлевским фантазиям. Это не про новую игрушку и не про очередной громкий анонс. Это про то, как страх снова делают инструментом политики. Быстро, грубо и напоказ. Кремль сознательно выдвигает ядерную инфраструктуру ближе к границам НАТО, делая карту угроз плотнее и нервознее. Орешник с заявленной дальностью до 5000 километров накрывает почти всю Европу. Польша, Германия, страны Балтии в зоне досягаемости. А если размещение идет из Беларуси, время подлета сокращается до минут. И это уже не теория для штабных презентаций, а прямой фактор давления. В Беларуси заявили о развертывании системы «Орешник», но снова так и не показали его. Только транспорт, которым его возят. И сделали специально красивый видеоролик, чтоб страшнее было. Приказываю на боевое дежурство заступить! Для Европы это означает рост рисков и эскалации, где каждая ошибка, сбой или провокация становится дороже. Беларусь при этом превращают в военный плацдарм, а значит и в потенциальную мишень, независимо от того, как это упакуют в официальные формулировки. Для Лукашенко это выглядит как ускоренная потеря суверенитета. Для Кремля привычная логика. Раз не получилось продавить силой и экономикой, остается трясти ракетами и пугать мир очередным вундерваффе. Зеленский впервые заявил о своих планах на будущее, во всяком случае на после войны. Президент не говорит прямо, что не будет участвовать в выборах, но многие это прочитали в его словах. Предлагаем и вам тоже оценить самим. В конце концов, эта война закончится. Вы покинете свой пост. Да. Как вы думаете, что будете делать дальше? Я не знаю, на самом деле я не знаю. Отдыхать, я хочу отдохнуть. С вашей семьей? Да, я очень хочу, да, правда, я хочу этого.
Даже при всей неоднозначности Трампа, запутанности внешней политики вокруг региона, Украина продолжает получать вполне осязаемую поддержку. Не лозунгами, а техникой, которая начинает работать сразу. И в этой истории важен не только сам подарок, но и то, откуда он пришел. В Министерстве здравоохранения Украины получили 3 специализированных автомобиля скорой помощи. Машины поступили как благотворительная помощь из Республики Казахстан. Общая стоимость составила почти 10 миллионов гривен, это более 200 тысяч евро. На этом фоне можно вспомнить и другие детали. С начала года в Казахстане возбуждено около 700 уголовных производств против граждан, воевавших против Украины на стороне российских сил. Ответственность, как отмечается, одинаковая и для бывших участников ЧВК «Вагнер», и для тех, кто подписывал контракты с Минобороны РФ. Также Казахстан на год ввел усиленный режим экспортного контроля, направленный исключительно на поставки в Россию, чтобы ограничить попадание товаров двойного назначения и пресечь обход санкций. Все это на фоне заискивания Путина к Токаеву и попыток наладить отношения. История, которая выглядит как обычная контрабанда, пока не начинаешь считать детали. В Польшу со стороны Беларуси залетели 59 метеозондов, и почти каждый оказался не просто шаром на ветру. И все это только за 5 дней. По данным РМФ-24, больше всего случаев зафиксировали в Подлясском и Люблинском воеводствах. Во время проверок пограничники и полиция нашли 13 воздушных шаров с контрабандными сигаретами и еще 5 отдельных пакетов. В каждом пакете было примерно по 1500 пачек табачных изделий. Все метеозонды, как отмечается, были оборудованы GPS-трекерами и летели на высоте около 9000 метров. В польских спецслужбах не исключают, что такие запуски могут быть не только про контрабанду. Их могли использовать и для проверки того, насколько эффективно работают системы обнаружения воздушных объектов. При этом инциденты создают дополнительную нагрузку на силовиков и несут риски для гражданских. Один пример уже есть. В Люблинском воеводстве один из метеозондов повредил линию электропередач, и часть региона временно осталась без электричества. Латвия завершила строительство 280-километрового забора на границе с Россией. В декабре закрыли последние участки проекта, который тянулся несколько лет и стал одним из крупнейших инфраструктурных проектов страны в сфере нацбезопасности. Общий бюджет 166 миллионов евро. Работали 6 подрядчиков, а на болотистых отрезках забор пришлось ставить фактически на понтоне, потому что иначе конструкцию было просто не удержать. В 2026 году Латвия планирует вложить еще 20 миллионов евро в инфраструктуру для патрулирования и технические средства контроля. Завершить эту часть хотят до конца 2026 года. Пограничники говорят, что на границе в целом спокойно, но случаи нелегального пересечения бывают, и забор заметно облегчает работу. Слова, которые сначала прошли мимо, теперь выглядят совсем иначе. На прошлой неделе Дональд Трамп в интервью, похоже, впервые фактически признал правду, без деталей и без ответов на прямые вопросы журналистов, когда к теме вернулись в понедельник. Речь, по его словам, шла об ударе по крупному объекту, связанному с выходом судов, а затем он уточнил, атаковали доковую зону, где, как утверждает Вашингтон, загружают наркотики. При этом Трамп отказался говорить, кто именно проводил операцию, военные или ЦРУ. До атаки ЦРУ в начале этого месяца единственными известными ударами США по венесуэльским целям называли именно действия против судов, подозреваемых в наркотрафике в международных водах, при том, что у американских военных, по данным публикации, юридические полномочия распространялись на удары по подозреваемым наркоторговцам на море, но не на суше. Один из источников CNN утверждает, что удар был успешным и уничтожил объект вместе с лодками, но оценивает его как в основном символический. Подобных портовых точек у наркосетей много. Что если затонувший у берегов Испании российский теневой сухогруз вез не портовые краны, а что-то хуже, страшнее и опаснее, к примеру, ядерный груз? Испанские следователи, на которых ссылается La Verdad, пришли к выводу, что Ursa Major могли тайно перевозить 2 корпуса реакторов типа VM-4SG. Такие компоненты связывают не с ледоколами, а именно с атомными подлодками. В материалах расследования также фигурирует версия о направлении грузов КНДР через Дальний Восток к порту Расон. Сам Ursa Major затонул 23 декабря 2024 в Средиземном море после взрывов в машинном отделении. 2 членов экипажа пропали без вести, 14 спаслись. Российская сторона тогда заявляла о теракте, а позже к району крушения, по данным мониторинга судоходства, приходило российское спецсудно «Янтарь», которое связывают с глубоководными работами и подводной разведкой. Зачем оно было нужно именно там, официально не объясняли.
Похоже, у российской военной экономики заканчивается разгон. В ноябре промышленное производство ушло в минус на 0,7% год к году, а обработка просела на целый процент. И это уже не колебание, а симптом. Декабрьские показатели по фабрикам падают на 48 пунктов и 7-й месяц подряд держатся ниже 50, то есть сектор сжимается, а не растет. Производство и новые заказы падают, спрос слабый, люди и бизнес осторожничают, а уверенность у предприятий снова проваливается. И пока заводы тормозят, кровеносная система экономики тоже режет расходы. Совет директоров РЖД утвердил инвестпрограмму на 26 год в 713,6 миллиардов рублей. Это почти на 20% меньше, чем в 2025. На фоне падающих грузоперевозок у монополии растет долговая нагрузка. В материалах Reuters фигурирует уровень около 4 триллионов рублей. И банки уже обсуждают реструктуризацию части этого долга. Все пошло по жесткому сценарию. В стране объявили чрезвычайное положение, а власти в один ход разорвали военное соглашение, которое держало войска на их территории. Теперь ультиматум прямой – покинуть страну в течение 24 часов. Это уже не дипломатическая перепалка, а разрыв по-живому. Если приказ не выполнят, дальше будет силовой этап. Блокпосты, задержание, перекрытие баз и воздушного пространства. А главное – риск, что любой инцидент на земле мгновенно сорвет ситуацию в открытый конфликт. Коалиция государств решила усмирить агрессора и нанесли мощный удар по портовой инфраструктуре. Вступление в войну целой группы государств означает для региона новый виток эскалации в, казалось бы, условиях, которые предполагают мирный процесс. Коалиция под руководством Саудовской Аравии нанесла авиаудары по порту Мукалла на юго-востоке страны. Саудовские государственные медиа объясняют атаку тем, что через порт якобы шли поставки оружия из Объединенных Арабских Эмиратов для поддержки сепаратистских сил. Йемен в гражданской войне с 2014 года и эпизод с Мукаллой показывает, насколько быстро внутренний конфликт может превращаться в спор покровителей. Один из самых популярных сервисов умирает в России. Приложение, которым ежедневно пользовались десятки миллионов людей, в предсмертной агонии официально ограничено уже на 90%. Речь о WhatsApp, графике его работоспособности и доступности в РФ уже шокируют всех. Власти останавливаться не планируют. Следующие на очереди YouTube и другие популярные сервисы. Нашим зрителям из России мы рекомендуем как можно скорее подключить Next Step VPN, который заточен именно под обход актуальных блокировок. Когда происходят большие события, самое страшное не то, что случается. Самое страшное – не знать, что происходит. Не иметь связи с родными, не видеть новостей, не понимать, что делать и куда бежать. Next Step VPN, который мы запустили для вас, нужен не только для галочки и не только для обхода блокировок. Он нужен, чтобы в любой момент у вас была связь, информация и доступ ко всему, чтобы вас нельзя было выключить одной кнопкой. Next Step VPN. 2 клика, и вы всегда на связи. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.